Скажите, Бэтмен, вы не боитесь, что рано или поздно людям надоест одно и то же, и они начнут читать нормальные комиксы? С чего бы это? У нас же есть фанаты DC. Им-то деваться некуда. Как DC спасли Лигу Справедливости? Лига Справедливости – одна из ключевых супергеройских команд 21 века. Несмотря на позорное воплощение на большом экране, по известности она не уступает и Мстителям, а комиксы они продаются сотнями тысяч экземпляров. Неважно, как вы познакомились с Лигой, будь то мультик, видеоигра или реклама на упаковке хлопьев, при упоминании главного DC-шного объединения сверхлюдей образ команды моментально возникает в голове. Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, Флэш, Аквамен и Киборг – боги среди людей, сражающиеся против глобальных угроз со всех уголков мультивселенной. Но что если я скажу вам, что подобный образ Лиги сложился совсем недавно, а до этого команда переживала ужасный период, имела совершенно другой состав и считалась пятым колесом издательства. Итак, сегодня мы поговорим про то, как Джефф Джонс спас Лигу Справедливости и, по сути, создал ее заново. Как появилась Лига Справедливости? Владимир, что вы можете сказать о современной Лиге Справедливости? Позволю себе, просто 30 секунд или 1 минуту маленькую историческую справку. Да. Занятная штука. У современных читателей, коим причисляю себя и я, в силу влиятельности киновселенных зачастую имеется совершенно ложное представление об изначальном каноне. Пожалуй, наиболее показательный пример — Железный Человек. Все мы знаем, что Старк никогда не скрывал свою личность. Ведь Тони, в отличие от коллег, не боится своей настоящей персоналии и не противопоставляет ее супергеройскому альтер-эго. К тому же, именно благодаря гигантскому состоянию и власти он может спасать людей настолько эффективно. На основе этой особенности, в принципе, строились и наиболее знаковые сюжеты о Железном Человеке: Гражданская война, Экстремис и тому подобное. Однако, на самом деле, подобная черта Старка как супергероя появилась лишь в начале 2000-х годов. До этого Iron Man представлялся телохранителем миллиардера и всячески скрывался от народа. И вот этот стереотип открытости Тони возник именно из-за образа героя в рамках КВМ. Я Железный Человек. Идентичная ситуация случилась и с Лигой. Команда так-то появилась еще в 60-х годах прошлого столетия в 28-м номере серии Brave and the Bold и представляла из себя сборную солянку величайших героев издательства. Никто не планировал делать полноценный ангоинг о персонажах или как-то развивать концепцию дальше. Это была исключительно единоразовая акция. Тем не менее, как оно часто бывает, редакторы увидели сумасшедшие продажи и чутка подкорректировали план. С тех пор Лига Справедливости Америки получила свой ангоинг, прожившая аж до 1987 года, сменила гору сценаристов-художников, а заодно пару раз перезагрузилась. Кстати, да, до 2011 года флагманский тайтл команды назывался именно Лига Справедливости Америки. Потому что мы, бравые супергерои, чихали на весь мир. Нам пиндосские бургеры дороже родины. Ангоинг перебрал кучу легендарных авторов, от Марка Миллера до Гранта Моррисона, и вроде бы даже неплохо расходился, однако по-настоящему легендарным не стал. Если Мстители за то же время успели создать громадный лор, на основе которого Марвел до сих пор клепает сюжеты, окончательно сформировали костяк команды и пережили тонну знаковых событий, Лига... мир там спасала, наверное. Типа, даже перебирая лучшие комиксы о команде, нам попадутся сюжеты в альтернативных вселенных по типу Kingdom Come или Injustice, юмористические штуки вроде Интернациональной Лиги, да и байтовые арки в стиле Tower of Babel. Потому что там типа, Бэтмен, и он как бы планы строил по убийству сокомандников. И вот типа Бэтмен очень крутой. Бэтмен, да, такие. Чё? Не существует иконических ранов, новаторских подходов к объединению, постмодерновых переосмыслений, действительно культовых арок и так далее. Если какой-то сюжет все-таки смог тем или иным образом удивить вас, знайте, подобная идея уже была реализована раньше. И это не говоря об основной линейке команды, где творилась неведомая дичь, всратые кроссоверы, флешбеки в прошлое, посредственные злодеи. Даже состав как таковой под конец 10-х годов представлял из себя жирное месиво. В Лигу входили, внимание, Супергерл, Донна Трой, Старман, Джесси Квик и, разумеется, Конгорилла. Эй, парень, погоди, я знаю, кто это. И вообще, нельзя судить о комиксе по персонажам. Важны подача, лор, рисунок. Так, Руслан, блядь, иди нахуй отсюда. Короче говоря, дела шли не очень хорошо. И тут, как нельзя кстати, произошел Нью 52.
Перезапуск, обнуливший все серии издательства, уничтоживший старый канон вселенной и привнесший свежий взгляд на знакомых суперов. О самом явлении New 52 можно снимать фильмы. Это по-настоящему уникальная штука в индустрии с кучей подводных камней и малоизвестных деталей. В контексте же Лиги ребут дал команде второй шанс. Ведь теперь у DC появилась возможность подойти к тайтлу ответственнее, сделать его действительно важным, нормально вести приевшихся персонажей, заново прописать лор. И у них получилось. Кто такая Лига Справедливости? Пилотный номер Лиги Справедливости за авторством Джеффа Джонса и Джима Ли, вышедший 31 августа 2011 года, произвел настоящий фурор в индустрии. Именно в нем произошла первая встреча сильнейших героев DC и их сбор в единую команду. Читателям представили образы осовремененных Бэтмена, Человека из Стали, Чудо-женщины, Флэша, Зеленого Фонаря, Аквамена и, конечно же, Киборга. Подобный состав, привычный нынешнему читателю, тогда считался скорее удивительным и даже смелым. Супермен стал носить штаны вместо привычных трусов и помолодел лет на 10. Чудо-женщина только недавно прибыла на землю мужчин и еще не привыкла к здешним обычаям. Флэш в лице Барри Аллена заметно повеселел, переняв чувство юмора у своего предшественника Уолли Уэста. Зеленый Фонарь из умудренного жизнью супергероя превратился в задиристого новичка, а Киборг, наоборот, из юных титанов перешел в разряд повыше. Значительные изменения обошли разве что Бэтмена с Акваменом, хотя и их приодели в более стильные костюмы. Привет, меня зовут Дмитрий Уткин, и я аналитик комиксных трико. Лосины Темного Рыцаря великолепно подчеркивают его выдающуюся мускулатуру, а чешуйчатые доспехи Аквамена говорят о его доминантности и мужественности. В общем, даже по первому впечатлению была понятна цель комикса. Легкий слог Джонса вкупе с проработанным до мелочей и несколько гиперболизированным рисунком Джима Ли плотным прессом отпечатывали идентику команды на страницах наследия издательства. Да, несомненно, тайтл создавал основу для перезапуска, привлекал подростковую аудиторию в комиксы, рассказывал какую-то историю, однако поистине важна именно идентика, которой до этого у Лиги не было. Посудите сами, Фантастическая четверка — это семья, отряд самоубийц, исправившиеся злодеи, Мстители, коллеги по работе, а Лига... Кто они? Тогдашний редактор DC Дэн Дидио в одном из интервью высказал мысль о том, что во многом персонажи издательства популярнее, чем оно само. И несмотря на спорную репутацию Дидио, так оно и есть. Проще говоря, серию JLA покупали не из-за тайтла JLA, а из-за любимого персонажа на обложке. В первую очередь, разумеется, Бэтмена. Это не моя любимая группа суперов борется со злом. Это культовые супергерои издательства вместе что-то делают. В новом выпуске Зеленый Фонарь засунул пальчик в попу. И что-то там остальные тоже делали, я пролистал. У членов команды не было личных коннектов, внутренних шуток, динамики или так называемой души. Несомненно, матерые сценаристы по типу Марка Уэйда прописывали подобные моменты в своих ранах. Я сейчас говорю об общем положении вещей, об исходной точке. Ведь рано или поздно с серии авторы уходят, и в ней наступает мрачный период. Тогда и становится важна основа, база. Мне нахуй такую базу закинули, я... Тем не менее, вернемся к Джонсу. Действие первой арки его Лиги Справедливости происходит за 5 лет до событий всех других комиксов New 52. Это первая встреча героев с Дарксайдом, первое знакомство друг с другом и первая совместная работа. Поэтому темп арки на самом деле довольно медлительный. За пилотный номер событийно нам успевает продемонстрировать Бэтмена, догоняющего Парадемона, Зеленого Фонаря, прибывшего для защиты сектора 2834. И давай, мудак, напиши, что это не так. На самом деле он из корпуса 2814. Докажи, что ты комиксоидное хуйло, которому не похуй на эти циферки. Жду комментария. И Киборга, еще даже не получившего способности. По сравнению с припизнутой динамикой первых выпусков серии в 2023 году, это настоящий грабеж. Я хоть и миллионер, но жаба душат отдавать деньги за такое. Тем не менее, эмоционально для читателя номер настоящие американские горки. Тут и глобальная угроза всей вселенной, и крутой темный рыцарь, который в своем ореоле обитания сталкивается с межпланетными явлениями, и уморительные диалоги, создающие химию между персонажами, и динамичнейший экшен от Джима Ли, туча локаций, информации, фразочек, шок-моментов и тому подобного. Мы уже понимаем, куда идет серия и что из себя представляют герои. Далее нам постепенно представляют других членов команды и сразу обозначают их способности, внутренний конфликт и отличительный гиммик. Подобным образом каждый персонаж откладывается в сознании, и их интеракция друг с другом по-настоящему уникальна. Это удивительно, ведь Лига, как никакая другая команда, представляет из себя богов среди людей. Ну, кроме меня. Я, в принципе, в Лигу попал, потому что спиздел, что я бог подготовочки. Субс, Чудо
Чудо-баба, Аквамен, Флэш, герои с имбалансными и невероятными способностями, притом остающиеся человечными и живыми благодаря сценарным мелочам. Как Джордан пытается выпендриться перед всей группой, но коснувшись лассо Дианы, признается, что дико стремается происходящего вокруг. Как Барри вынужден постоянно прибираться с друзьями, потому что... Эй, хуйня красная, ты же самый быстрый туда-сюда. Епта, потрать время. Как мужчина и женщина из стали влюбляются друг в друга, откровенно флиртуя в пылу битвы. А на фоне всего этого действительно колоссальная угроза Дарксайда. Персонажи как работают в тандеме, так и проходят свои собственные арки. Бэтмен, показанный сначала недоверчивым скептиком, в конце рискует своей жизнью и летит на апокалипс ради спасения Кларка. Киборг, который боится своих способностей и не желает быть уродливым роботом, признает важность своей миссии и начинает кайфовать от нового лайфстайла. Аквамен, отчужденный от земного общества и презирающий людей, становится главным защитником человечества. И так далее. Тут не надо долго думать и анализировать произведение. Джонс довольно прямолинейный автор, и иногда такой сюжетный скелет прямо виднеется из-под мяса, пиздежа и драк. Подводя итог, за первую же арку сценаристу удалось собрать костяк команды и придать ей четкий характер. Лига — друзья. Пускай не идеальные, пускай абсолютно разные, пускай ссорящиеся из-за пустяков, но друзья. И для них настоящий кайф работать вместе ради спасения мира. Хотя в жизни Супермен наихуевейший друг. Алкоголь не пьет, никогда нет бабок, постоянно ноет про несправедливость, так еще и сливается в самый последний момент. Урод ебаный. Но ранее упомянутая айдентика еще цветочки. Дальше больше. Телеграм-канал Печень Лося, ссылка в описании. Подпишись, если не пидор. Чем занимается Лига Справедливости? Упоминая ран Джонса на Лиге, все в первую очередь говорят о глобальности. Действительно, за 50 выпусков Тома, помимо 2 проходных арок, команда постоянно встречалась с монументальными угрозами, влияющими на всю вселенную DC. Сначала брат Аквамена Орм пошел со всей Атлантидой войной на земной мир, потому что какая-то случайная ракета выстрелила в море и взорвала подводную больницу. Шутку придумайте сами, я такое озвучивать не буду. Это, разумеется, вызвало некоторое напряжение между супергероями и государством, что привело к войне Троицы. Глобальному кроссоверу, связывающему чуть ли не половину всех тайтлов DC на тот момент. Это притча, это сказка, это картина о боге на войне. Конфликт эскалировала грешная Троица, группа, осужденная богами в незапамятные времена, состоящая из вопроса, призрачного странника и Пандоры. Последняя была впервые введена Джонсом именно в New 52 и играла громадную роль в лоре вселенной. Настолько, что ее аж засунули в первый выпуск всех серий издательства. Да, если приглядеться, на фоне можно заметить темную фигуру, наблюдающую за событиями в жизни героев. Вот почему, когда молодая девушка следит за людьми из-за угла, ее называют загадочной и таинственной. А когда я скрытно драчу на детей на детской площадке, так сразу сталкер и ебанутый. В ходе кроссовера Супермен случайно убил человека, Константин обманул Шазама и забрал его силы, из пещеры Бэтмена выкрали оружие, способное уничтожить сокомандников, а таинственный злодей из другого мира внедрил в Лигу шпиона. Меня пыталась поймать Лига Справедливости, пока Чудо-женщина делала мне сэ. Привет. Я тот самый шпион в Лиге Справедливости, и я потратил алименты жене на эти крутые очки, чтобы следить за мужским туалетом на Сторожевой башне. В ходе события наружу высвободился криминальный синдикат, аналог Лиги Справедливости Земли-3. Для несведущих, Земля-3 — это частично перевернутая вселенная, где проживают злодейские двойники основных супергероев DC. Супермен здесь тиран и маньяк Ультрамен, Чудо-женщина — любвеобильная манипуляторша Супервумен, Зеленый фонарь — трусливый предатель Пауэр Ринг, Киборг — полностью лишенный человечности робот-сеть и далее по списку. Лига оказалась повержена, и мир под контролем преступников был повергнут в хаос. Ультрамен созвал злодеев со всего мира и приказал разрушать, грабить, убивать и делать все, что угодно, в обмен на верность и повиновение. Сзади этой толпы стоял техноспартанец и охуевал, что его вообще позвали, потому что он же вроде как герой. Да, изнасиловавший и ёбнувший десятки шлюх, но герой. Тем не менее, не все гады согласились с таким положением дел. Так Лекс Лютер, в целом-то дороживший миром и испытывающий неприязнь лишь к супергероям, собрал свою команду, дабы противостоять синдикату и спасти мир. Туда вошли Капитан Холод, Бизарро, Черный Адам, Женщина-кошка, Синестра и Черная Манта. Каждый со своей мотивацией. Кто-то ради простых людей, кто-то ради страны, кто-то из личной мести, а кто-то просто по приколу. Синестр вот от нефиг делать на землю прилетел и решил с кем-то попиздиться. Хотя дома собака не кормлена, посуда не помыта, мусор не вынесен. По итогу новообразованной команде удалось спасти землю и вызволить Лигу из заточения. Обещал вам, что мы победим. Мы
победили! Ну и завершились приключения команды глобалкой «Война Дарксайда», событием, поставившим жирную точку в истории Нью-52. По сюжету на планету прибыл Антимонитор, виновник первого события в истории комиксов — кризиса на бесконечных землях. Важнейшая новость недели. Старый дед взбесил батю Дарксайда, и два могущественных существа опять схлестнулись в битве по пьяни. В ходе сражения Дарксайд был убит, его силы освободились, сделав Лигу новыми богами. Бэтмен, сев на стул Мёбиуса, что давал ему ответы на любые вопросы, стал богом знаний. Супермен, попавший в огненную яму на Апокалипсе, богом силы. Флэш, захваченный черным всадником, богом смерти. Зеленый фонарь, зачерпнувший энергию из центральной батареи корпуса, богом света. Шазам с иным пантеоном и, соответственно, иным набором сил, богом богов. Алекс Лютер, брошенный Калелом на огненной планете, богом Апокалипса. Там вообще забавная история. Кларк и Лекс начали жестко сраться, Кент получил божественные силы, дал пизду Лютеру и сказал не возвращаться на Землю никогда. За это никогда разбана не будет. Лысый бродил по Апокалипсу и встретил культ. Они ему рассказали, что вот есть легенда, придет добрый человек, последний своего народа, и ему дадут силу, дабы спасти людей. Лекс сразу такой: вы про меня говорите, инфа сотка. Ну и ему приказали проходить испытания. Он чуть не умер, но силу получил. Не знаю, чему это вообще должно учить. Детишки, будьте пиздоболами? Так или иначе, герои с божественными силами освободили криминальный синдикат, призвали всех возможных супергероев и жестко отмудохали Антимонитора с вернувшимся Дарксайдом. Мир, дружба, жвачка. Но к чему я вообще все это пересказывал? Как мне кажется, важно понимать масштаб событий, которые происходили в ране Джонса. Это не глобальные события, не линейки, пиарящиеся в каждом первом комиксе, не ивенты с сотнями таинов. Нет, обычный командный ангоинг. Возьмите любой другой тайтл, хоть Marvel, хоть DC. Нигде нет такого размаха. Потому что если условные Мстители должны драться с межпланетной угрозой или как-то влиять на вселенную, они будут делать это в отдельной серии, дабы никто точно не пропустил такие события. По такому принципу сейчас и работают издательства. Идет долгий ран, в ходе которого автор постепенно развешивает чеховские ружья и нагнетает угрозу. И под его финал нам дают отдельный ивент. Чекай мать Бендиса, Сорвиголова Здарский, Вечный Гиллена, примеры только последних лет. И такая стратегия, безусловно, прибыльна. Ведь посудите сами, фанаты рана сценариста купят глобалку, чтобы видеть финал полюбившейся истории. Читатели других ангоингов, приплетенных к ивенту, вынуждены ознакомиться с основной историей для полного контекста. А сторонние проходимцы не могут не клюнуть на рекламу и громкий заголовок. Смертельный металл? Я твою мать в жопу ебал. Тем не менее, по-настоящему глобальными такие глобалки я назвать не могу. Они не влияют на индустрию, не переворачивают лор вверх тормашками, не меняют вообще ничего. К тому же теряется смысл читать, казалось бы, главной серии издательства. Джон же поступил иначе. На протяжении 5 лет комикс, благодаря постоянной долбежке невероятными происшествиями, буквально тянул все другие серии за собой. Ты не мог понимать вселенную DC без Лиги. К ней была привязана куча побочных тайтлов, и в целом Верстный 52 строился вокруг команды. Если Супермен стал встречаться с Чудо-женщиной в Лиге, то про это запустится отдельная линейка, а в основном ангоинги Человека из Стали тебя заебут столь важной информацией. Если Бэтмен узнал личность Джокера в Лиге, об этом вспомнят все. Не только те, кто забыл, но и даже те, кто не знал. Угарная тема, я пока готовил ролик, нашел несколько видосов про Бэтмен 3 Джокера как раз. И вот изначально, когда комикс вышел, всем было абсолютно плевать. То есть его в русском комьюнити никто не обсуждал. А сейчас у него вот статус как будто бы у, не знаю, фильмов Зака Снайдера. Бэтмен против Супермена там строят теории, говорят о том, что неправильно, вы все оболгали, на самом деле это великая работа, и вы просто не поняли ее смысл. Кто-то наоборот там спорит с ними, в комментариях срачи какие-то. Это вот интересно. Но на самом деле давайте все признаем честно, что как бы, ну, плохой комикс. Пускай через 4 года. Пускай плохой. Ну, не любит меня Джонс, не любит. Если в Лиге Капитан Холод подобрел и больше не грабит банки, то и в сольном томе Флэш он будет милым добрячком без намека на гнильцу. Вы можете думать, что это простые вещи, ведь так и должна работать флагманская серия издательства. Благодаря, опять же, КВМ очевидно, большая команда делает большие дела и радикально влияет на лор. Однако комиксы штука странная, и столь простые ходы не исполняются до сих пор. Можно долго размышлять о том, какими сценарными тропами Джеффу удалось привлечь сотни тысяч читателей по всему миру к своему произведению.
произведению. Но глупо спорить с тем, что в первую очередь это гениальная редакторская работа. Как из нахуй никому не нужной серии сделать бестселлер? Просто принудите аудиторию покупать ее, ибо иначе шарить во вселенной DC, как ходить по темному лесу без фонарика. Разумеется, при этом хирургически точно выдерживая саспенс и приглашая лучших художников современности. В подтверждении последнего просто откройте любой выпуск ангоинга и охуеете от визуального оргазма. Джим Ли, Иван Рейс, Джейсон Фэббок, Тони С. Дэниел и другие. Парень, вообще-то рисунок Ли не меняется с 90-х годов и останавливает развитие жанра. Опять ты, мракобес ебучий. Кыш, блять. О том же, как Джонс выстраивает динамику и темп, поговорим поподробнее. Что цепляет в Лиге Справедливости? Осветив культурную ценность произведения, само собой нельзя умолчать и о ценности художественной. Типа, вряд ли бы Ран Джонса стал настолько продаваемым без уникального стиля и проработанного сценария. Во-первых, Джефф грамотно прописывал экшн-сцены еще в сольных комиксах по типу Бэтмена Земля-1. А когда в его руках оказалась целая группа суперов, он окончательно ушел в отрыв. А хрен с ним, давайте уже экшен! Любой персонаж имеет свой уникальный набор навыков, в зависимости от которого строится его поведение в бою. Проще говоря, Темный Рыцарь не полезет на Дарксайда с батарангом, а Флэш вряд ли станет медленно подкрадываться к противнику. Это не Инжастис, где я могу Шазаму шею в 3 местах переломать, а он дальше стоит смеяться будет. Условно, Супермен в силу своих габаритов эксплуатирует любые подручные предметы по типу колонн или машин, чтобы раскидать максимальное количество противников за раз. Чудо-женщина, наоборот, предпочитает разбираться с врагами по одному, резкими ударами холодного оружия. Зеленый фонарь активно пользуется световыми конструкциями, и здесь художники могут разыграться. От эффективных бензопил с клинками до совсем кривокосых абстракций. Бэтмен, как уж без него, вообще обычно находится на расстоянии от месива и наблюдает за битвой. Да-да-да, Брюску Колтуэйн на детской площадке. В общем, подобное позиционирование героев придает экшону реализма. Не в плане того, что такое могло бы произойти в жизни. Именно импакт от ударов чувствуется, будто ты находишься в комиксе. Ну и к тому же, быстрая смена кадров вкупе с детализированными сплэш-пейджами заставляют читателя то ускоряться, то наоборот, долго рассматривать масштабные кадры. Вряд ли это является корректной аналогией, но создается эффект слоу-моушена, как в лучших творениях Зака Снайдера. А вот бы Зак Снайдер снял фильм про то, как его дочь в слоу-моушене режет вены. Во-вторых, чеховские ружья. Я не знаю, какую там темную магию юзал Джонс, но его будто сам Чехов в лоб поцеловал. Ставь лайк за литературные отсылки, да-да, я тут самый умный. Буквально в каждом номере ангоинга происходит какая-то неведомая дичь. То сестра Лекса Лютера оказывается предательницей, то чувак, написавший книгу о Лиге, сходит с ума и становится суперзлодеем, то тайную личность Найтвинга раскрывает всему миру. На самом-то деле я его никогда не любил. Пошел нахуй, Найтвинг. И важно, каждое ружье, которое появилось на странице комикса, найдет свое применение в дальнейшем. Не обязательно выстрелит, но применение найдет. Так, в одной из сцен женщина-кошка случайно крадет ключ к секретной комнате, в которой хранится главное оружие криминального синдиката. Этот ключ становится ключевым элементом сюжета позже, когда герои пытаются остановить злодеев и вызволяют запертого в бункере Мазакса. По итогу тебе никогда не станет скучно читать серию, ведь сценарист постоянно или вводит новых персонажей, или жестко выстраивает вселенские концепции, или закидывает удочки на будущее, или мастерски эти удочки возвращает, отсылая к произошедшим событиям и раскрывая дополнительные детали. Вот возьму рандомный 32 номер ангоинга. За 20 страниц мы выясняем, что суперженщина в тюрьме беременна какой-то тварью, встречаем осовремененный взгляд на Дом Патруль, старинную команду DC, следим за развитием истории зеленого фонаря Джессики Круз и ее кольца, узнаем, что Капитан Холод теперь работает охранником Лекса Лютера, но на самом деле пытается грабануть Лысого, и в конце охуеваем от ебанутого твиста. За 20 страниц какое-то сумасшедшее количество событий, эмоций, впечатлений. И когда подобное происходит в каждом выпуске тайтла, ты пачками их читаешь и не можешь остановиться. Слишком интересно, слишком хайпово, слишком увлекательно. В-третьих, Джонс не забывает выстраивать атмосферу. В принципе, атмосфера в искусстве вещь довольно тонкая и требует отдельного обсуждения. Но если кратко, то это комплекс мелочей, заставляющих читателя прикипеть к миру произведения и всему, что его населяет. Хорошим примером атмосферных комиксов является жанр Slice of Life. Сюжеты, в которых нет так называемой глобальности, а внимание концентрируется на повседневных простых историях из жизни. Однако Джонсу каким-то неведомым образом удалось вклинить эту самую душевность в свой глобальный, ебанутый межпланетный сюжет. Очевидным примером будет Стив Тревор и его отношения с Дианой. Они любят друг друга, но не могут быть вместе, потому что Чудо-женщина боится за жизнь Стива и вынуждена отстраниться от него. Это сильно обижает Тревора, особенно после ее слитого поцелуя с человеком из стали. Хейтеры! Школота, долбоебы. Не останавливаемся писать.
Напоминаю, что для удобства. Куколд ебаный, рогоносец. Журналисты сталкерят героя и во время покупки продуктов на совместный ужин с сестрой делают фотки Стива с бутылкой вина в руках. Пресса моментально называет военного отвергнутым алкашом и всячески травит его. Забавно, что у нас характеристика алкаш автоматом негативная. Типа в России звезды выебываются тем, что бухают по-скотски. Лепс, Ефремов, Шнуров, Лосяш. В отместку Тревор участвует в создании Лиги Справедливости Америки, по сути выступая против героини и ее друзей. Их отношения нормализуются лишь в самом конце, когда Чудо-женщина, ожидая скорой смерти, открывается Стиву и признается, почему так сторонилась его, хотя и всегда будет любить. Это простая человеческая драма, которая регулярно происходит вокруг нас. Ее может понять как американец Джон, так и китаец Ливань, потому что любовь интернациональна, и в пылу невероятных битв и пылающих мультивселенных именно подобные моменты позволяют комиксу не терять ту самую атмосферу. В копилку бытовой драмы можно занести и оригин киборга с проблемой отцов и детей, и пополнение рядов Лиги молодыми суперами, которые стремаются придать оказанное доверие. Что важно, это все мелкой крошкой рассыпано на протяжении 50 выпусков рана. Тебя одномоментно не заваливают горой текста с размышлениями о боге или тупом нытье Фаершторма. Джонс вкрапливает драматические элементы с долей осторожности и бережности. И прям какая-то отдельная сцена вряд ли вызовет невероятные эмоции. Браво, браво, господа, я требую Оскар. Зато подобный подход гарантирует, что к концу ангоинга ты сблизишься с каждым персонажем и действительно будешь волноваться за их судьбы. В совокупности эти три простых хода позволили Джонсу избавить Лигу Справедливости от ее главного недуга — душноты. При подготовке к ролику я залпом перечитал весь ран за пару дней и ни разу не заскучал, потому что в процессе мои эмоции непрерывно сменяли друг друга. Я не проваливался в это привычное болото длинного ангоинга, когда вроде бы и события интересные, и герои знакомые, но однотипная структура, будто взятая из Скуби-Ду, жестко гасит желание открывать следующий номер. Впервые я прочитал комикс году в 17-м, что ли, и вот спустя сотни иных тайтлов могу сказать, что серия все еще работает и бьет нужные точки. Браво! Почему забыли Лигу Справедливости? Почему жизнь так несправедлива? Зачем они делают хорошие комиксы? Я просто хотел участвовать в посредственных сериях, которые будут покупать люди из-за слова «Бэтмен» в названии. Разве я многого прошу? Я просто хочу бабок. Я просто хочу дохуя бабок. Тем не менее, уже дописав сценарий, я подумал, что стоит упомянуть, почему же серия, столь сильно расхваленная мной в этом видео, так и не получила должного признания. То есть ее как бы вспоминают, но скорее в роли крепкого середняка принижают труды Джонса. Казалось бы, сценарист создал произведение, которое поразит как абсолютного новичка, так и давнего фаната комиксов. Умение автора создать увлекательный сюжет, сочетающий в себе драму, экшен, триллер и кипу других жанров, является поистине впечатляющим. Мало того, именно оно воскресило Лигу Справедливости и сделала команду такой, какой мы знаем ее сейчас. Ну, в принципе, виной этому много факторов. Например, полное отсутствие в Лиге вечных тем. Вот это угарно, но насколько себя Джонс хорошо чувствует на лоне супергероики, настолько же ему тяжело выйти за ее пределы и через комикс донести какие-то мысли о реальном мире. В этом плане его работа дико тупая хуйня для комиксоголовых. А я только такое и люблю. Или же влияние интернет-авторитетов на мнение масс. Условному Руслану Хубиеву не нравится ран. Он о нем никогда положительно не отзывался. Поэтому люди и обходят тайтл стороной как прокаженного. Однако, пожалуй, главное, что мешает аудитории ставить проделанную Джонсом работу в один ряд с культовым Хоукаем Фрэкшена или Сорвиголовой Бендиса, это стрёмные движения Джеффа впоследствии. С 17-го года все, за что брался сценарист, было обречено на провал. Точнее, нет, не так. Но сокрушительный провал. Взять хотя бы покойную киновселенную DC с ее синими жуками да хищными птицами. Что такое? Даже в родных комиксах у Джонса дела шли по одному месту. Пацан почувствовал власть и взял на себя больше, чем мог вывести. Как итог, подгаженная репутация и нулевое доверие, в том числе к давним проектам. 3 Джокера, сиквел Хранителей. Спасибо, пацаны. И что мне теперь делать? Неужели все обречено и выхода нет? Друзья, дорогие мои, родные, что вы хотите? Достойные раны? Свежие идеи? Обещаю, все будет организовано в лучшем виде. Мамой клянусь. Мамой. Не волнуйтесь, Брюс. Джонс самоликвидировался. Ваши фанаты в безопасности. Фанаты? Ты про эту челядь ебаную? У тебя нет 200к? Иди нахуй. Ты не знаешь.